Всем привет, с вами Ксюша. В этом видео покажу, как можно сделать такую декоративную штукатурку, используя обычный ротбанд и бюджетную венецианку. Перед началом работы обязательно укройте все, что можно испачкать, пленкой и малярным скотчем. Первым этапом необходимо на поверхности сделать рисунок карты мира при помощи гипсовой штукатурки. Для этого я буду использовать пластиковую терку и металлическую кельму. Набираю штукатурку на терку. В нанесении я буду использовать гипсовую штукатурку Ротбанд. Она подходит для сухих помещений. Набираю штукатурку на кельму таким образом. Получается вот такая шуба. И переношу рисунок на поверхность. Наношу штукатурку достаточно часто на поверхность, чтобы в дальнейшем при заглаживании получались крупные островки. Таким образом заполнили квадратный метр. Далее берем чистую кельму, распылитель и приглаживаем поверхность. Увлажнив поверхность, начинаем ее приглаживать кельмой. Карту мира из гипсовой штукатурки сделали, дадим ей полностью высохнуть. Наши островки полностью высохли. Сейчас их необходимо прогрунтовать. Я буду использовать грунтовку глубокого проникновения. После высыхания грунтовки необходимо всю поверхность прокрасить водоэмульсионной матовой краской. В дальнейшем она снизит расход венецианской штукатурки. Валик я использую тот же, что и для нанесения грунтовки, с длинным ворсом. Закончили прокрашивать всю поверхность. Теперь ждем полного высыхания краски. Это займет часа полтора-два. Водоэмульсионка полностью высохла. Далее наносим венецианскую штукатурку при помощи валика с коротким ворсом. Я буду использовать материал торговой марки ВГТ. Это один из самых бюджетных и распространенных вариантов. Я его отколеровала в два необходимых оттенка. Начинать буду с самого светлого. Набираю на валик. Наношу венецианку только на вершины островков. И сразу, пока венецианка не высохла, приглаживаем ее при помощи кельмы.
После первого слоя остаются небольшие дефекты. Ничего страшного, последующими слоями они легко уберутся. Первый слой венецианской штукатурки нанесен, дадим ему высохнуть в течение 6 часов. После этого покроем вторым более темным цветом. Более темный цвет наношу на всю поверхность, в том числе и на углубление, используя валик с длинным ворсом. И пока венецианка не высохла, также ее приглаживаем кельмой. При приглаживании открываются более светлые участки предыдущего цвета. Нанесли финишный слой венецианской штукатурки. Далее необходимо всю поверхность поджелезнить. Для этого можно использовать кельму, либо же болгарку с возможностью регулировки скоростей. Выставляю самые низкие обороты и использую наждачный круг Mirka Abralon 4000. Далее необходимо поверхности дать полностью высохнуть в течение суток. И только после этого покрывать ее воском для венецианской штукатурки. Поверхность полностью высохла и готова к нанесению защитного слоя воска. Наносить я его буду при помощи обычной ткани. Минут через 20 после нанесения воска его необходимо подполировать. Я буду использовать болгарку с насадкой из овчины. Закончили нанесение, сейчас я сниму скотч с краев образца и подведу итоги. Многие спрашивали, как придать обычной карте мира хороший блеск. Данный способ лучше всего подходит для этого. Обычный лак не дает такого хорошего глянца, но зато он проще в нанесении и выгоднее по цене. Тут выбирать вам. В целом этот вариант декоративной штукатурки мне нравится. Техника нанесения не самая простая, но вполне повторимая. Главное подобрать сочетающиеся цвета и повторять все этапы работ, как их делала я. Проблемы могут возникнуть только во время нанесения второго слоя венецианской штукатурки. Темный оттенок венецианки наносится участками и растирается кельмой.
В местах состыковки этих участков могут возникнуть наслоения. Они будут смотреться как пятна. Их необходимо сразу же растушевать при помощи влажной тряпочки. Это самый простой способ избавиться от них. После воска исправить это будет гораздо сложнее. Карта мира под Венецией смотрится интересно. Мне нравится сочетание коричневато-бежевых цветов и получившийся глянец. В дальнейшем я обязательно буду делать видео в подобных техниках. Это очень интересная тема для экспериментов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. До новых встреч на канале Креативный слой. Удачи вам и здоровья!